Привет! В своем сегодняшнем обзоре я расскажу про недорогие и при этом великолепные беспроводные наушники OnePlus Buds N. Я даже больше скажу, без какой-либо тени сомнения, уже сейчас я готов назвать эту модель лучшими бюджетными TVS наушниками текущего года. Хотя, признаюсь, изначально на рендерах презентации их внешний вид меня немного смутил. Однако вживую все эти угловатые формы и само качество изготовления устройства смогли меня приятно порадовать. Особенно круто наушники смотрятся в черном цвете, я купил именно такие. Ну а что же по итогу в них такого классного, я сейчас расскажу во всех подробностях. Зарядный кейс новинки имеет цилиндрический прямоугольный формат и изготовлен из матового пластика. Все элементы хорошо подогнаны, зазоры и неровности по корпусу отсутствуют. На передней стороне кредла имеется одинокий статусный диод состояния, а сзади под петлей расположили разъем для зарядки и кнопку для активации и сброса наушников. Сама петля здесь пластиковая с установленным в нее пружинным доводчиком. Крышка открывается на угол более чем в 90 градусов, а встроенный механизм не дает ей болтаться без дела. К слову сказать, по ее открытию наушники подключаются к смартфону, разумеется, после первичного сопряжения, для которого, возможно, понадобится зажать кнопку активации устройства на несколько секунд. Лично мне делать этого не пришлось. С одноименным смартфоном, в моем случае OnePlus Nord CE, момент сопряжения сопровождается всплывающим окном анимации. Емкость встроенного аккумуляторного блока кейса составляет 480 мАч, а каждый наушник снабдили по 41. Помимо всего прочего, Cradle обладает функцией быстрой зарядки для гарнитуры. 10 минут, проведенных внутри, обеспечат до 5 дополнительных часов проигрывания музыки. Конечно же, все будет зависеть от предпочтений по максимальной громкости, но факт наличия быстрой зарядки не может не радовать. Что же касается самих наушников, то их внешний вид немного необычный, хотя по факту перед нами слегка видоизмененные внутриканалки с ножками. Просто эта условная ножка больше преобладает в ширину, нежели в длину, но основные корпуса имеют уже более классический формат. И вот если в белой и синей расцветках наушники полностью глянцевые, то в моем случае у черных эта условная ножка сделана из матового пластика. Ну а чаши со звуководами в свою очередь выполнены из глянца, что нисколько не снижает их эргономику при длительной носке. Амбушюры в комплекте идут в меру мягкие, объемные и имеют защитную перфорацию в районе сердечника. Менять на сторонние эти насадки я не стал, меня вполне устроило то, что положил производитель. Вообще, если говорить об удобстве использования, то визуально многим может показаться, что они не очень комфортные. Однако на поверку оказалось, что сидят наушники в ушах как влитые, по крайней мере в моих. При всем при этом для некоторых будет важен и момент с защитой от внешних воздействий. Гарнитура имеет класс пыли-влагозащиты по стандарту IP55, так что для любителей активного спорта они прекрасно подойдут. Для управления функциями мультимедиа на внешних сторонах каждого из наушников предусмотрена специальная область, выделенная полузеркальным пластиком. Она немного возвышается над всей поверхностью, так что промазать по ней будет довольно сложно. Для манипуляции с наушниками доступны 4 жеста: одинарное, двойное и тройное касание, а также действие по удержанию пальца на сенсоре. Все доступные жесты можно назначить и переназначить, открыв фирменное приложение Hey Melody на любом Android смартфоне. Ну а владельцам трубок OnePlus добро пожаловать в настройки системы. Все то же самое зашито в родную оболочку. Из возможностей управления для выбора доступны плей-пауза, переключение треков вперед и назад, вызов ассистента и активация игрового режима. Переключение между двумя сопряженными устройствами можно назначить только на жест удержания пальца на сенсоре, либо отключить его вовсе. Регулировки громкости в данной модели нет, ровно как и отсутствуют здесь датчики автопаузы. В принципе, настроек внутри программы не так уж и много, но вторая по значимости с упором на звук здесь имеется, что не может не радовать в столь бюджетном сегменте. Помимо 4 готовых музыкальных пресетов, производитель порадовал встроенным ручным шестиполосным эквалайзером. Звук откликается на это дело хорошо, так что его работа слышно сразу. Но в большинстве случаев многие полезут сюда лишь ради интереса, потому как стоковое звучание более чем хорошее. Максимум, что я бы включил, это басовый пресет для некоторых композиций, но здесь уже каждый сам для себя решит, как поступать, ведь звук из наушников за 30 баксов оказался очень качественным и приятным, а чеха здесь классическая с легким прогибом в середине. Они в меру басовитые и не создают эффекта бубнижа. Если кому-то покажется, что низких частот мало, то, как я и говорил, можно добавить. Потенциал по этой части есть, и звучание при этом кардинально не меняется. Также очень порадовали внятные и весьма объемные средние частоты. На
вокально-инструментальных композициях они отрабатывают хорошо, ну а финальную огранку обеспечивают четкие и в меру звонкие верхушки. Они никак не давят на мозг, а лишь делают частотную картину полностью завершенной. Если говорить в целом, то звук мне понравился, тем более что и запас по громкости здесь имеется. Он довольно приличный, наушники определенно тихими не назвать. Свой тест автономности я, как обычно, проводил на 100% громкости, но в данном случае на стандартном музыкальном пресете, и мой результат составил ровно 5 часов в режиме стерео. После этой отметки правый наушник отключился, а на левом показывало 1%, так что для кого это важно, наушники высаживаются почти одновременно. Что же касается дополнительных функций, то на борту имеется игровой режим с низкой задержкой для игр, и он здесь вполне рабочий. Поиграть в популярные шутеры PUBG Mobile и Call of Duty Mobile с помощью данной гарнитуры можно с легкостью, на слух отставание звука практически не слышно. Мой результат по замерам составил уже стандартный для подобной опции 160-240 миллисекунд. Да, это не уровень проводов и не для профи, но поиграть партийку-другую, если ты просто любитель, вполне возможно. Второй дополнительной функцией здесь выступает мультиподключение. Наушники могут работать с двумя устройствами, однако процесс переподключения реализован не бесшовно. Оттого для перехода на второе устройство необходимо выполнить действие по удержанию пальца на сенсоре. Но даже при таком раскладе радует, что подобная возможность все же имеется. Ну что же, основную часть обзора на этом можно завершать. Осталось лишь послушать работу встроенных в наушники микрофонов, после чего уже сделать определенные выводы. Ну что ж, друзья, пришла пора проверить, как отрабатывают встроенные в наушники OnePlus Buds N микрофоны. Я сейчас нахожусь рядом с парком, вот он позади меня. Здесь еще также имеется небольшая такая дорога, на ней не так много машин проезжает. Ветра сегодня нет, погода великолепная, в общем... Примерно как-то так, вот в таких тихих, спокойных условиях тебя будет слышать собеседник на улице. Ну, а нас еще ждут несколько других тестов. Ну а данный тест микрофонов в наушниках OnePlus Buds N даст представление, как тебя будет слышать собеседник, если ты будешь с ним разговаривать с помощью данной гарнитуры, находясь в каком-то таком тихом помещении в виде вот комнаты. Здесь у меня ничего не шумит, только компьютер работает, и больше никаких шумов посторонних нет. Так что здесь, можно сказать, такие идеальные условия. В общем, вот так вот звучит мой голос, так звучат микрофоны в этих наушниках. Мне очень понравилось, как они справились с очень сильной нагрузкой. Да и вообще в целом наушники очень классные. Ну вот еще один тест работы микрофонов в наушниках OnePlus Buds N. Я сейчас нахожусь в торговом центре. Здесь на третьем этаже довольно-таки шумно, стоит такой приличный гул. Ну и можно примерно прикинуть, как себя будет слушать собеседник при вот таком сценарии использования. Ну а у нас на очереди следующий тест. Это тест работы микрофонов в автомобиле. Наушники OnePlus Buds N. Я сейчас по традиции открываю окна с двух сторон на скорости. Скорость у меня около 90 км в час. Это Ярославская шоссе. Порывами начинает сдувать ветер с двух сторон. Есть шум от дороги, от проезжающих мимо машин на той полосе. Здесь у меня тоже, в принципе, проезжают периодически автомобили. Ну и примерно можно прикинуть, как тебе будет слышать собеседник при таком сценарии использования, если ты будешь с ним разговаривать по данной гарнитуре в таких условиях обстановки. Ну а вот еще один тест работы микрофонов в наушниках OnePlus Buds N. Это уже, наверное, будет заключительным тестом. Я сейчас нахожусь в шумной локации. Здесь мимо меня проезжает куча машин, фуры, грузовики и прочая всякая история. Ну а еще также под мостом проезжают вот такие вот замечательные шумные электрички. Так что здесь локация очень-очень такая хорошая, показательная. Так что вот можно примерно прикинуть, как себя будет слышать собеседник при таком сценарии использования, если ты будешь находиться в какой-то такой локации. Ну и подводя сегодня некий итог, я бы хотел сразу спросить, после всего вышеизложенного, ну разве это не топ за свои деньги? Отличные микрофоны, великолепное звучание, хорошая автономность, мультиподключение, игровой режим, рабочее приложение для настройки и полная совместимость с родными устройствами. Да, здесь нет активного шумоподавления, нет автопаузы и регулировки громкости с наушников, но зато ценник в плюс-минус 1800 российских рублей с легкостью все это дело нивелирует. По крайней мере в моем понимании это отличный, недорогой и при этом надежный продукт от бренда. И на данный момент я однозначно рекомендую OnePlus Buds N к покупке всем, кто в поисках недорогого беспроводного решения для своего смартфона. И кстати, насколько я понял, на этот раз китайская и глобальная версия абсолютно идентичны. Приложение полностью на русском языке, озвучки на китайском нет. Так что за глобалку можно не переплачивать.
Ну и на этой прекрасной ноте я, пожалуй, буду закругляться. Если остались вопросы, то пиши их в комментариях, либо заходи в телеграм-группу вопросов и ответов. Спасибо за просмотр и до новых встреч. Пока-пока.